Небольшая предыстория. Этой ночью у меня был приступ паники, и я собрала свой тревожный чемоданчик. Чувство того, что мне нужно к чему-то подготовиться. Я не понимаю, что это пока что. Я сейчас сидела, подготавливала документы. Я надеюсь, я немножко путаю чувство это. И это просто какая-то легкая тревожность. Но в эти дни я даже спать не могу нормально. Потому что чувствую, что там мы собираемся в Дайсо. Дайсо — это такой магазин двухэтажный со всякими разными нужными и ненужными штучками. Сейчас поедем, и я все покажу на видео. Если получится снять все, сниму все. Надо, конечно же, еще и не забыть. А то я могу. Пудра сформировалась в форме сердечка. 미닌강. 내가 하트 만들었다, 파우더로. 그러네. 잘 만들었네. 신기하지? 동작하지 말라고 그 뜻이지. Сейчас я быстренько накрашусь. Мы пойдем. Ага. Я уже собралась. Ресницы я не красила. Ресницы я не класила. Пойду так. Не хочу. Слишком долго занимает времени. Иду одевать верхнюю одежду и выхожу. It's my outfit. 오늘은 옷이 이렇게 입으려고 해요. 가자. 네, 나 혼자 있어야 돼. 아니야. 안 돼. 나 집에 있어야 돼. 네가 어차피 다시 못 들어가니까. 집 들어가. 들어가. 기다리고 있어. 금방 갔다 올게. 안녕. Сегодня очень холодная погода по сравнению со вчера. Вчера было тепло, даже можно сказать весна. А сейчас я себе чуть ляжку не отморозила. Ветер холодный. 이쁘다. 냄새 어떤 거 좋지? 귀여워. 다른 색깔이 생겼네. 귀엽다. 이런 식으로 해야 되는데. 어떤 색깔을 살까? 핑크? 남자는 핑크야? 뭐 어때? 왜 안 돼? 아니, 안 된다고는 안 했어. 이것도 스크래치구나. 아, 이것도 귀여워. 장난감 새로 살까? 이 귀엽네. 소떡. 이게 뭐야? 이거 좀 웃기지 않나? 응. 멋있다. 이런 거 좋았겠다. 글리퍼? 여기 아마 물어들 거야. 아, 그렇구나. 먹잖아. 잘. 모짜한테 어떤 걸 써야지? 이게 누구야? 스시? 스시구나. 슬리브 조그만한 거 있네. 오빠 나 슬리브 찾았다. 괜찮네. До меня только что дошло то, что это корейская Икеа. 여기까지 큰 거 없어도 되긴 이쁘다. 보려고 색깔이. 여기 있잖아. 하나, 둘, 넷. 여섯. 보이지? 응. 무겁다. 응. То нет. Как моя голова. Почти 2 килограмма. 이 굴소스. 뭐? 있는데? 있는지 몰랐는데?
И он такая тоже. 그래도 부산은 엄마 재밌게 Снова нужно будет ехать в гинекологию через 2 недели. Не хочу. Надоело ездить в больницу. 뭐야? 위험하지. 있잖아, 오빠 손. 난 모르겠는데? 알잖아. Мы уже идем домой. Все купили? Ну, почти все. Вообще мы выехали за специальным проводом для ADD. ADD, рошамалю 뭐냐? В общем, специальный провод нужно для ленты, которая излучает свет. Господи. Так говорю, как будто бы не умею разговаривать. Поэтому накупили кучу всего другого. Надо когда я вот так. В общем, сейчас покажу, что купила. Дай сок. Папа, может, ты знаешь? Вот эта ленточка, она специальная, свет, что ли. Большую, длинную. 일로 와봐, 일로 와봐. 그렇지, 일로 와봐. 빨리, 일로 와. 일로 와. 아이고, 신났어. 아이고, 신났어. 알았어, 미안해. 혼자 있어도 미안해. 어이. 와. 아이고, 신났자. 왜 도망가? 일로 와봐. 뭐지? 내가 재밌는 거 사줬는데 보여줄까? 뭐지? 보여줄까? 보여줄게. 뭐지? 엄마가 재밌는 거 사줬는데 보여줄까? 기다려봐. 아, 이거 엄마한테 좀 드리면 안 돼? Спрей для волос. Лак для волос. Вот. Вешалка для вещей на дверь. Вот так вот. Для унитаза, чтобы там... Для унитаза, что мне объяснять. 2 вот таких полотенечка. Потом я расскажу, для чего я их купила. Довольно-таки интересная история. 2개나 있는데? 2 개? Это тоже для туалета, для ванны. Бла-бла-бла. Да, уже покупки не такие интересные становятся, чем раньше. Чем взрослеешь, тем покупочки скучнее. Тапочка, маленькая тапочка. 누구 건데? 이거 누구 건데? 미친 집 냄새 맡아. 이거 슬리퍼 누구 건데? 누구 거야? 자. Вообще, из-за чего мы вышли на улицу? Для чего? Нам нужно было поехать в магазин, где продаются все, что связано с электричеством, со светом и тому подобное. Нам вообще Алиэкспресс не заказывайте там ничего такого, то что вам действительно необходимо. Всякую дребедень можете заказывать, но что-то серьезное. В общем, это не первая покупка, которая нас вообще не устроила. Это специальная LED ленточка, чтобы ее приклеить на зеркало и чтобы оно освещало. Но они отправили вот все. А где штекер с вилкой? Ну что-нибудь вообще, почему здесь их 2? Кто-то может объяснить? Как его включать? Какие провода покупать? Хоть бы инструкцию написали, какой покупать. Мы сейчас ходим везде его ищем, в интернете я тоже ищу, а там только с одним штекером. А зачем 2 тогда нам? Я не понимаю. Купили мы еще одну штучку для Моти. Купили вот такой рюкзак, тоже потом расскажу для чего. И вот такую штуку купили. А сейчас я ее открою и покажу. Это что-то интересное. Я мастер открывать. Какие вкусняшки. Сюда складывать нужно вот эти вкусняшки сейчас. 이거 재밌더라. 모찌찬난카. 보여줄게. Смотрите, сюда складываете вкусняшечки. Закрываете. Сюда нажимаете. Оно зарядило. 멋지? 이쪽으로 말고 이쪽으로 해야 돼. 봐봐. Выстреливает. Сейчас покажу.
У меня здесь, кстати, растет гранат. Смотрите, какой он красивый. Вон там лежит, а он что-то ищет и ищет. Вот, 절로 가야 돼. 아이고 잘했네. Хотите кое-что интересное покажу? Мочи, 일로 와봐. Мочи, мочи. Вкусняшки устраивает, и он ищет. Ну. Чтобы я не мучилась с этой лентой, мы купили такую лампу. Здесь есть провод. В нормальных магазинах ложат провод сразу. И она такая... О, здоровье. Я... Меня хорошо видно. 여기 또 쓰레기 많다. Почему я не люблю вот эти всякие покупки? Потому что здесь столько выходит всякого мусора. Покупочки мои. Тояпа. Для чего я купила эту сумку? У меня последние 2-3 дня какая-то присутствует паника и такое ощущение, то, что вот мне нужно что-то необходимое собрать. Я не знаю, откуда это у меня чувство. Я надеюсь, то, что это просто что-то навеянное, выдуманное. Я хочу просто собрать этот чемоданчик. Как его еще называют? Забыла. В общем, хочу собрать сумку с необходимыми вещами. Мне так будет спокойнее. Потому что я пока что не понимаю, от чего у меня это чувство тревожности. Но есть чувство того, что мне нужно собрать что-то необходимое. Вчера ночью я уже собрала все необходимые вещи вот сюда, в такие специальные паучи, типа пэк. Они там могут храниться долго и не промокнуть в случае чего. Специальное мыло сухое, оно выглядит такими листочками. Это вот мыло обычное. Если его в воде намочить, оно превращается в пенку. Ушные палочки, золото, резинки, специальные вот такие салфеточки, их расческу и пластыри. Это пока что все, ну не считая там носки, шапка, нижнее белье еще нужно засунуть. Я не хочу навеивать какой-то поток страха, какой-то тревожности на других людей, но я просто делюсь тем, что сейчас происходит у меня со мной. Мне захотелось собрать этот тревожный чемоданчик. Почему? Мне так подсказала моя душа. У меня такого еще никогда не было, чтобы приступы были такими частыми. Но я уже соберу сумку и буду знать то, что в какой-то там экстренной ситуации у меня все под рукой. Положу пару вот таких пакетов еще, мало ли, вдруг пригодятся. Честно говоря, я бы в эту сумку еще много чего сложила, но пока так. Я снова переставила свет, мне так нравится больше. Могу еще передумать, конечно. Что это у нас будет? В холодильнике уже лежит клубничка, высушенная. В морозильнике водичка. Я, кстати, еще вначале так протупила. Я перепутала пропорциональность, граммовку, воду с сахаром, и получилось больше воды, чем сахара. Я еще стою такая, думаю, а чё оно такое жидкое? Лол. Карамель уже начинает закипать. Стакан с холодной водой уже готов. Сейчас будем проверять. Она растворяется. Надо, чтобы еще покипело. Пока выглядит очень густой. Ой, жидкой. Ну, как же пачка. Ладно, еще ждем. Получилось. Есть. Вкусняшка. Ой, классно воняет. Ставлю в холодную водышку. Воды еще пить. Тануру. Судорога. Смотрите, какая она красивая.
Пойду папу угощу, он первый раз будет пробовать. Да, вкуснятина, будешь Пробуйте. пробовать. Это фрукты в карамели. Вкусно? Угу. Делайте в следующий раз. Ты чё? Сейчас я вам хочу рассказать историю, которая приключилась со мной 2,5 месяца назад. А если быть точнее, не 2,5 месяца назад, а около 4. Этот отрывок видео будет посвящен тому, что я хочу большинство девочек отговорить от использования тампонов. После этого случая, который случился со мной, я от них полностью отказываюсь. И даже то, что у меня здесь 2 полные пачки, даже несмотря на то, что это разные фирмы, я теперь их никогда в своей жизни использовать не буду. Потому что это может настолько быть опасным для нашего женского здоровья, что вы даже не представляете. Расскажу предысторию. Во время месячных я, особенно в первые 2-3 дня, я использую только тампоны. Тампоны вот этой фирмы. На тот момент я использовала. Они, видите, с аппликатором здесь. И получается, в один из вечеров я иду менять себе тампон. Ты просто делаешь это, во-первых, в торопях, на автопилоте. И я начинаю выдавливать этот тампон и понимаю то, что что-то не то. Что-то не так. Оно не выходит так, как это должно происходить. Я его достаю, смотрю, а там плесень. Я уже пыталась его использовать, понимаете? Нашему женскому организму хватает миллисекунды, чтобы захватить какую-то инфекцию. А вы представьте, это весь тампон, покрытый плесенью. Тампоны были новые. То есть они у меня не стояли в полке, они не были открыты. Я вам покажу наглядно, это другой фирмы. Когда ты его убираешь с упаковки, он, видите, он непрозрачный. То есть ты не видишь, что внутри. Ты как бы на автопилоте это все делаешь. И когда я нажимала на вот этот аппликатор, он не нажимался. То есть тампон, как вот так вот должен выходить, он не выходил. Я понимаю, что что-то не то. Достаю, смотрю вот сюда вот, видите? Смотрю сюда. А здесь, если приглядеться, то он весь, абсолютно весь покрыт плесенью. В общем, сама ситуация, в принципе, это не важна уже. Расскажу о последствиях, с которыми мне пришлось столкнуться от вот этого безобидного тампона. Я, во-первых, очень сильно испугалась. Я понимаю то, что это нехорошо, то, что сейчас произошло. Не уберегла, скажем так, сама себя от последствий. Это была моя ошибка. Я, конечно же, это не исключаю. Уже следующий месяц, и во время месячных я чувствую боли, хотя мой организм склонен к болям во время месячных. Первый раз я закрываю на это глаза, снова еще через месяц со мной происходит то же самое, но еще хуже. Я ездила по больницам, меня с одной больницы передали в другую. В итоге меня направили в большую больницу в другом городе, которая находится. Меня укладывают, капают капельницами, но пока что еще ничего не говорят. В итоге меня направили в гинекологию в этой же больнице. И как выяснилось, у меня образовался гной. У меня брали кровь на проверку, и показатели моей крови, то есть если норма это где-то 1-5, у меня было целых 20. Гной. В течение 2 месяцев он распространился еще больше, естественно, и практически добрался до яичников. Ругаю за то, что я так халатно отнеслась к такой ситуации. Но это жизнь, это опыт. Теперь я в будущем буду намного аккуратнее. Надеюсь, этот урок мне что-то преподнес. То, что нужно все-таки не шутить с такими вещами и не относиться наплевательски, и надеяться на чудо какое-то. Меня это не заденет, меня это обойдет. Нет. Как выяснилось, в день я проходил около 15 капельниц. Вот я как легла в больницу, у меня не было такого времени, чтобы мне убирали капельницу. Пытались это все вывести препаратами, ничего не получилось, и
спустя неделю мне назначают операцию. Но знаете, все, что не делается, все к лучшему, говорят. Во время операции у меня еще обнаружили эндометриоз. То есть, если бы я пошла бы раньше, мне, возможно, не делали бы операцию и, возможно, бы не обнаружили еще и эту прекрасную болячку. Конечно же, я утрирую. Возможно, даже не зря так произошло, то, что я тогда отнеслась к этому хладнокровно, халатно, к своему здоровью. Возможно, этого и не выявилось бы. Тяжело говорить об этом. Тяжело, но я хочу, чтобы многие девочки об этом знали, потому что тампоны это удобно, но это вообще не безопасно. Уже прошло 2 месяца после того, как мне сделали операцию. Я поехала домой. Через 2 дня мне снова нужно было в больницу уже ставить укол. Теперь с того момента я каждый месяц, вот это уже 3-й был, 3 раза ездила на укол. Остановка месячных из-за эндометриоза. Потому что во время месячных у меня происходит заливание крови. Она должна выходить, а она у меня остается внутри. В общем, это сложно. Я не хочу об этом думать, и рассказывать тоже особо не хочется, хотя я, в принципе, все рассказала. Сказали, что после беременности это все пройдет, но это не точно. Но что я испытывала после того, как я узнала, что мне нужно делать операцию, это уже отдельная история. Если вам интересно, пишите в комментариях, я обязательно вам расскажу. Потому что с этим я не могу одна жить. Я должна это кому-то рассказать. Помимо того, что произошло с этим, как оказалось, небезопасным тампоном, я также слышала частые случаи анафилактического шока. Я знаю то, что многие девочки знают, но некоторые даже понятия не имеют, что такое может произойти. Анафилактический шок — это нечто ужасное. Используйте прокладки. Это немножко неудобно, дискомфортно, но найдите свои, в которых вам будет удобно. Конечно же, меняйте часто, особенно когда у вас обильное кровотечение. Меняйте все равно часто. Я понимаю, что это дорого, это немножко затратно, но эта цена не сравнится с вашим здоровьем. Эта цена ничто по сравнению с вашим здоровьем, с вашим телом. Потому что деньги — это такое пришло-ушло. Ваша целостность, ваша сохранность — это, увы, здесь нужно быть аккуратной, девочки. Отказывайтесь от тампонов, это я призываю вас. Потому что тот ад, через который я прошла из-за вот этого, вот этой штуки в аппликаторе, это вот так вот вместе было. Я просто выброшу их и больше никогда не буду их использовать. Не стоит, не стоит.